I want to address something that's come up from time to time, and that is what sometimes as a parent we feel that we are or attracting negativity to our loved ones or something along those lines. Я хотела бы вот о чем сделать замечание, да. Иногда мне задают вопросы, что бывает, что люди чувствуют как родители, что они притягивают негатив к тем своим родственникам, кого любят. The thing is that if that's what you believe that you're doing, then it's very possible that you are doing it. И вот что я хочу сказать. Если вы считаете, что вы действительно притягиваете к близким негатив, совершенно не исключено, что так оно и есть. Because remember that your beliefs create outcomes. Потому что вы помните, да, что ваши убеждения создают ваши результаты. And that what comes with beliefs is an expectancy. Потому что когда у вас есть убеждение, у вас есть и ожидание, что оно воплотится. There's a classic study that was done many years ago where they had two teachers. Много лет назад уже провели исследование. Взяли двух педагогов. One teacher always taught the gifted and talented, brilliant students. У одного педагога всегда были просто замечательные ученики, одаренные. But the other teacher always was given the slow learners, the poor students. А второму все время доставались ученики, которые учили хуже всех и отставали. The study went on to see what would happen if they reversed the teachers, the students that the teachers got without telling them. И потом решили провести исследование. Им поменяли классы, да, и не сказали ничего. What happened was that the teacher that always taught the brilliant students literally got the worst students in the whole school. Что получилось? Тот учитель, который все время учил самых одаренных студентов, да, детей, учеников, он получил самых худших, самых отсталых учеников в школе. But she was told that they were the best students in the whole school. Не он, она. Но ей сказали, что это такие талантливые и перспективные дети. So she had this wonderful expectation about these great students. И поэтому она пришла в класс полная замечательных ожиданий. The teacher who always had the worst students, а педагогу, у которой всегда были самые худшие ученики, was given the best students, but was told that they were the worst, slowest learners in the whole school. Дали самых умненьких детей, но сказали ей, что они хуже всех здесь учатся. You can imagine what happened. Можете себе представить, что произошло? The very slow learners and the worst students in the school excelled in their grades. А вдруг вот эти самые отсталые ученики в школе стали получать самые высокие оценки. And the most brilliant students went so far down, they couldn't believe it. А самые одаренные ученики, у них уровень успеваемости настолько рухнул, что вот даже поверить было сложно. Because expectation results in outcomes. Потому что от ожиданий зависит результат. I remember when one of my daughters was very young, and I think she was like in the 3rd grade. А я помню, что когда моя собственная дочка была еще совсем маленькая, она ходила, наверное, в 3-й класс. And she was in the gifted and talented group of students. She was very smart. Она очень умная, и как раз она была вот в классе для одаренных детей. But that year, the educational system in Texas had a financial crisis. And all the students, and they had a lack of teachers, and all the students, smart and not so smart, were put with the gifted and talented group. А потом получилось так, что в тот год был такой образовательный кризис в Техасе, и учителей было недостаточно, и так получилось, что классы объединили. И вместе с этими одаренными детьми к ним еще и присоединили обычных. So there was a mother there with a slow learning student, her son, who was a slow learning student. И там была мама одного мальчика, который очень плохо успевал. And he was a lovely little boy, and she was holding him with so much love. А он был такой приятный мальчик, она все время его так нежно обнимала. And telling the teacher with so much anguish, but my son, he's not smart. He can't be in this class with you. He's going to fail because he's not smart. As she held him lovingly. Она его вот очень нежно к себе прижимала, при этом говорила учительнице: вы знаете, но мой сын, ему же не место в этом классе. Ну вот он же не сможет успевать так, как другие. Ему будет плохо, он будет чувствовать, что у него ничего не получается. Can you see what's happening there? А вы видите, что происходило? She's impressing on her son with great love that he's stupid. Фактически, вот со всей своей любовью она внушала своему сыну, что он глупый. And that he cannot perform. И что он не справится, что он уступит другим. How is he going to grow up? The only way I'm going to be loved
is to be stupid? И, кстати говоря, как он будет расти? У него будет такое чувство, что единственный способ, когда меня любят, это если я дурак, да? See, that's the hidden message that parents don't know. They don't do it because she wants them to be stupid growing up, but because she doesn't know any better. И на самом деле вот бывает, что мы передаем вот такие вот скрытые послания своим детям просто потому, что вот не потому, что мы хотим, а просто потому, что мы не умеем по-другому. I was observing that, and the teacher looked at me because I know who she is, and she knew me, and I said, let me take him outside for a little while, so that he wouldn't hear what the mother was saying. И я была при этом, да, мы с учительницей обменялись взглядами, потому что учительница знала, кто я, а я знала, что это за учительница. И я тогда сказала, а можно мы с этим мальчиком ненадолго выйдем, потому что я не хотела, чтобы он это слушал. So apparently the teacher made a deal with the mother to never say those things in front of her child again. И совершенно ясно, что это женщина, что учительница объяснила матери, что при сыне такое нельзя говорить никогда. And she agreed, and Она согласилась. And they made a plan. From now on, we're only going to say he's so smart, he's brilliant, he's going to be perfect in this group. И они договорились, что вот с этого момента мама ребенку будет говорить, что он такой умненький, что у него все получится, и что в этом классе он будет лучшим учеником. And they agreed, she agreed. And then she said, and when he comes back in and said, guess what? We have the perfect arrangement for you. It's going to be amazing. И тогда они вернулись, значит, мальчик вернулся в класс, и ему сказали, слушай, ну вот ты не догадаешься, но мы все для тебя придумали, как сделать наилучшим образом. At the end of the school year, that little boy did as good as all the other brilliant students. И когда этот год закончился, у этого мальчика были такие же хорошие отметки, как у всех остальных одаренных детей. For that child at that moment, it was a life-turning event. То есть вот для этого мальчика в этот момент, это был тот момент, который повернул всю его жизнь. But my point in this story is that expectation is going to lead to results. Но к чему я веду? Я хочу сказать, что ожидания, они обязательно ведут к результату. And if you believe that you're creating an ambiance or an environment that is nurturing negativity or things that are not good, then you have to stop believing that. Switch it around because you're then going to create it. И поэтому, если вы считаете, что вы создаете какую-то там, скажем, негативную обстановку, да, что если вы создаете какие-то обстоятельства, которые притянут негатив, да, к вам или к вашим близким, пожалуйста, обязательно поверните это убеждение на обратное, потому что когда есть убеждение, вы будете ждать, что оно проявится на практике. So let's say as a parent you're thinking, oh my God, I'm going through such a hard time. Maybe I'm creating a portal for negative energy to influence my family. Потому что, например, вот если вы говорите, что, ой, а вот может быть я создаю портал, через который в мою семью вливается негативная энергия. Then you must reframe it. It's like put a new frame around that belief. Вот переоформите это убеждение как картину, поместите его в другую раму. And instead say, oh my God, here I'm going through a hard time, and I'm going to create a portal that is going to allow only abundance to enter my life and my family's life from now on. И скажите себе, что, например, даже если у меня сейчас тяжелые времена, но я буду порталом, через который в мою жизнь, в мою семью будет вливаться только изобилие. And then expect abundance. И после этого ожидайте, когда оно вольется. You wake up in the morning and you say, today I expect something great to enter my life. Вот, например, просыпаетесь с утра и скажите, вот я жду, что сегодня случится что-то потрясающее. And then look for it, seek it, you'll find it. А потом оглядывайтесь и присматривайтесь, потому что вы увидите это нечто потрясающее, что войдет в вашу жизнь. But you need to reframe that belief that's tied into an expectation. Но обязательно измените то убеждение, которое привязано к вашему негативному ожиданию. Negativity can only happen, and it can only happen when there's physical energies involved. Потому что для того, чтобы что-то плохое произошло, для негатива, обязательно нужно, чтобы в этом как-то участвовали физические энергии. The person or you or the person needs to see or hear or taste or touch or smell something that they associate to something negative. То есть получается, что этот человек, он должен или что-то увидеть, услышать, потрогать, попробовать на вкус, что для него связано с негативом. But there is such a thing as a somewhat invisible negative physical energy, and that's your aura. Но есть такая вещь, как невидимая негативная энергия, и я сейчас говорю о нашей ауре. So if your aura is carrying that message, that belief, that expectation, and you're within the aura of your loved ones,
То есть, если у вас вот в ауре где-то хранится вот это вот послание, да, чего-то негативного, и вы входите в пространство кого-то, кого вы любите, then even in a seemingly invisible way, your physical energy that carries your intentions and your thoughts is impacting the energy of the other person. получается, что вы этого не видите, но ваша энергия влияет на энергию другого человека. So you need to be very conscious of your beliefs and your expectations, especially in the presence of your loved ones. Поэтому, пожалуйста, я прошу вас всех, чтобы вы предельно осознанно относились ко всем своим убеждениям, ожиданиям, особенно когда вы находитесь в присутствии ваших близких. Okay? So if that's what you're believing, you change it right away. То есть, если у вас какое-то такое убеждение есть, вот меняйте его сию секунду. You say, in the past I used to believe this, but from this day forward, I will believe this instead and expect great things to happen. Скажите себе, допустим, в прошлом я так считал, вот с этого дня я считаю иначе. Okay? Да? Right. I think Irina, okay, a question? Do we have a mic? Here. And I think the online had questions. Добрый день. Лаура, если вот эти убеждения заложены в детстве и не осознаются в настоящем моменте, как их доставать? These beliefs, they may be, maybe we get them in our very early childhood, and we cannot bring them, we cannot dig them up. So how can we change them then if we're not conscious of them? Okay, one thing is we say, but already you're negating it. Sorry? You're negating anything I said. Like, but means, okay, cancel whatever you say. Вы знаете, вот Just to be aware, that's all. я просто тоже хочу обратить ваше внимание. Вы сказали «но», вот бывает. Вот как только вы говорите «но», это получается, что вы уже перечеркнули для себя вот все то, что я только что сказала. Поэтому обращайте внимание на то. And he's correcting what he's saying. На самом деле, вот то, что вы сказали, вы правы в этом. So some of things that we feel and believe that they're so deep into our subconscious that we don't know what they are, usually show up when you want something so badly and you don't have it. Чаще всего есть такие вещи, которые кроются у нас где-то настолько глубоко внутри, да, что мы не можем их осознать. Они проявляются чаще всего, когда вы начинаете страстно чего-то хотеть или к чему-то стремиться. You don't know why you don't have it. You don't know why you can never get it. You don't know why it's never there for you. You feel like you're unlucky, that you're a victim. Вы не знаете, а почему у вас не получается? Вы этого так хотите, но почему-то вот никак. Вы чувствуете, что вы жертва. There's a lot of finger pointing. То есть, если вы, например, все время начинаете на кого-то перекладывать ответственность, There's что a вот, lot of blaming. Этот виноват, этот виноват, этот виноват. Where literally there's probably a limiting belief that's deep within you. And the way you identify it is when there's something you want and don't have, or something you're always making excuses for or pointing the finger at. И обнаружить это можно так. То есть, если вы действительно к чему-то очень стремитесь, если вы о чем-то мечтаете, не можете это получить, или если вы все время кого-то в чем-то вините, да, вот это указатель, что здесь кроется убеждение, глубоко скрытое. What? Что? But how can I discover it and get rid of it? I just told you. So Я же сказала только what is что. it that you want and don't have? Вот скажите, вот чего вы As очень an example. хотите, но у вас этого нет? If it says, they say, I want money and I don't have it. Ну, например, вот я хочу деньги, а что-то нету. Then you say, well, why don't you have money? Тогда, например, спросите, а почему нет? And then your first answer is because the economy. Чаще всего бывает, ну, вы посмотрите, что в экономике. You know, so now you say, oh, it's the economy, and that's the reason I don't have money. То есть теперь оказывается, что это экономика виновата, что у вас нет денег. So then you say, well, gee, if I was to go back in myself, then I say it's the economy. Then I'm saying the things around me are causing me to not have money. То есть получается тогда, что мы начинаем анализировать, да, это убеждение. Если я во всем вину экономику, наверное, у меня есть убеждение, что это вот то, что вокруг меня, это именно оно определяет, есть у меня деньги или нет. Ask yourself one question: who, in my long ago past, like a father or a mother, doesn't want me to be wealthy? И задайте себе вопрос, кто, например, в моем далеком прошлом, ну, например, мама или папа, кто не хочет, чтобы я был богатым? Ask yourself that question when you're meditating. Just stay quiet and hear the voices. Who in my long ago past
doesn't want me to be wealthy or successful or loved. Когда вы будете медитировать, задайте себе этот вопрос. Вот кто в моем далеком-далеком прошлом не хочет, чтобы я был богатым? Или кто не хочет, чтобы я был успешным? Или кто не хочет, чтобы я был любимым? And in that quiet space in your meditation, just listen to the voices that appear. И вот в этой тишине, да, в вашей медитации послушайте, чей голос вы услышите. And suddenly you begin to hear your mother, your father, your grandparents say, "What do you think you are? We're just poor people. We'll never amount to anything." Бывает, что вы, например, услышите, как говорит ваш мама, папа, бабушка, дедушка, а кто ты думаешь, мы вообще есть? Вот ты из бедной семьи, у нас такого не бывает. Or you hear people with no education, they never get wealthy. Или, например, что, а что ты хотела? Люди, у которых нет образования, они никогда не могут разбогатеть. Yet people like Steve Jobs were billionaires and they didn't have education. А давайте вспомним хотя бы Стива Джобса, который был миллиардером, при этом образования не получил. Or you start hearing things about health, like when you have an illness and you can't seem to recover, you might say, "Who in my long ago past doesn't want me to be healthy?" And then you might hear a mother say, "Oh, with that problem, cancer, it's a death sentence. People don't survive." Или, например, если какая-то серьезная болезнь, да, и вы очень хотите от нее исцелиться, что-то как-то не получается, тоже вот можно задать себе этот вопрос. А кто в моем далеком прошлом не хотел, чтобы я был здоровым? Или кто мне что-то сказал? И можете, например, услышать, скажем, голос кого-то из родственников, вот что, например, знаете, онкология – это смертный приговор. Вот от этого не выздоравливают. Which is a bad belief because people survive all cancers all the time. Потому что это на самом деле просто негативное убеждение, потому что есть огромное количество людей, которые исцелились от онкологии любого типа. So challenge yourself and challenge your beliefs. Google it for that matter. Поэтому ставьте под сомнение ваши убеждения. Если хотите, можно даже погуглить, что по этому поводу есть. Has anyone with no education ever been a millionaire? And you'll have lots of people who show up. Например, задайте Гуглу вопрос, скажите, а вот есть ли люди, которые образование не получили, а были миллионерами? Вы знаете, у вас появится список, в котором будут сотни имен. People who have survived brain cancer or brain tumors. You'll have a lot of them. Люди, которым удалось, кто исцелился, кто вылечился, скажем, от рака груди. У вас появится куча примеров. Ugly people who find their soulmates and have deep love. I mean, really, come on. Некрасивые люди, которым удалось встретить любовь в своей жизни и жить счастливо. I mean, it's ridiculous to think that you're so special and different and you can't have the great things in life. На самом деле, это даже смехотворно считать, что вы настолько особенные, что вы не можете получить, как другие люди, замечательных достижений в жизни. Think of yourself special and different to the point that you deserve to have it all and better than that. То есть считайте, что вы особенные, что вы отличаетесь от других в том плане, что вы заслуживаете иметь все самое лучшее, еще даже лучше, чем это. So does that help you? Это ответ на ваш вопрос? Yes. Давайте. Подождите, Владимир. Чем больше вы отодвигаетесь от того момента, как вы рассказывали про этого ребенка, который учился с вашей дочкой. So when you were telling about the child who was at school with your daughter. Тем больше меня интересует, она стала супругой этого мальчика? I'm really interested to know whether your daughter finally married that boy who became such a good student. No, but she that's the daughter who's now a flamenco dancer. Нет, это та самая дочка, которая теперь фламенко танцует по всему миру. But he was such a cute boy. Он был страшно хорошенький. Yeah. Okay, good. Это же было бы неплохо. Do we have also online questions? Дима нас спрашивает, есть утверждение, что не нужно привязываться к ожиданиям, иногда они могут быть неоправданными, и привязываться к ним, чтобы не разочаровываться. И добавляет, вот слово «ожидание» — это не совсем верный перевод, или Лаура действительно говорит про ожидание, но тогда как быть, если они не оправдываются? Да, это не просто изловить мысль, но я попробую. Yes, I will try. So about do it. Oh yeah, yes, I will do it.
A lot comes together with the word of expectation and expectancy, because first of all, there is an idea that it's better not to have expectations, because when you are tied to expectations, very often they go wrong. And then, so maybe it really makes sense not to pay too much attention to expectancy. Вторую, Ира, можно повторить вот эту вот часть про слово ожидание? Yeah, I get it. There is a second point just about the word itself. That I just, even though it's written in Russian. Диана пишет, это не совсем верный перевод, или Лара действительно говорит про ожидания. Но тогда как быть, если они не оправдываются? Expectation as ожидание мы переводим. Expectation, yes. Well, okay, so yeah, we translate it like that. So maybe there should be a different word. When you expect and you're disappointed that it didn't come to you. Yeah, but we're talking about the energy of expectation. Мы сейчас говорим про энергию ожидания. And Diana, that one thing, I hope I'm understanding you correctly, but if you don't expect it to be a certain way and build that expectancy that it's going to come, если вы не ожидаете, что что-то произойдет определенным образом, да, если вы в себе не наращиваете это чувство, then you're just telling me that you're not committing yourself fully and completely to achieving that outcome. Мне просто это говорит, что вы недостаточно нацелены на то, чтобы полностью и до конца достичь этой цели. Now, I can understand as a child that maybe a parent says, "Oh, this weekend we're going to the circus." Я могу, например, понять, если, скажем, ребенку родители говорят: "Ой, ты знаешь, на выходных мы пойдем в цирк." And as a child, because maybe the parent has told you that before and does not take you to the circus. А может быть, бывало такое, что родители пообещали, а они отвели ребенка в You цирк. build a self-protective mechanism of saying, "Yeah, but it probably won't happen." Может быть, тогда этот ребенок создал себе такой механизм самозащиты, который говорит, что ну ожидать-то можно, да, но скорее всего это не произойдет. Because that way, when it doesn't happen, you don't feel so bad. А потому что тогда, если все-таки, например, ожидание не исполнится, будет не так больно. So, but notice what happens there. You're expecting it not to happen. Но что происходит? В таком случае есть ожидание, что это не произойдет. Which that kind of expectancy leads to results, and you probably won't get it. То есть получается, что когда вы с такими ожиданиями идете к результату, скорее всего, вы его и не получите. But since you protected yourself to not get it, you say, well, you see, I knew it, and you're not as disappointed. Получается, что вы заранее как будто готовите себя, что это может не произойти, и тогда вы уже не настолько расстроены. That's a childish response. На самом деле это детская реакция. Okay? You're no longer a child. Вы уже не ребенок. You need to not start taking control of your life and create an expectation of good things to come. Вам нужно научиться, да, чтобы не ваши ожидания управляли вашей жизнью, а чтобы вы могли создавать ожидания, и эти ожидания, чтобы притягивали хорошее. As a child, you're dependent on the adults. Потому что когда вы ребенок, вы зависите от взрослых. As an adult, you're dependent on you. А сейчас, когда вы взрослая, вы уже зависите от себя. So now you create an expectation. То есть сейчас вы сами создаете свои ожидания. Which means you have to now fully and completely commit to the actualization of that. Это значит, что сейчас вы сами должны быть очень четко нацелены на то, чтобы воплотить то, что вы хотите. And make it happen. И вы должны заставить, чтобы это произошло. Okay? You see the difference? Вы видите разницу? Okay. Good. All right. We need to continue. We really need to Сейчас нам надо уже идти дальше. continue. Okay? Okay, we still have the afternoon session. У нас еще будет сессия во второй половине дня. So during this time, we've talked about a lot of ways to kind of break through and make some good changes happen. But we also want to address the fears that we have. Мы все это время очень много говорили о том, как сделать так, чтобы хорошее проявилось в нашей жизни. Но давайте теперь поговорим о том, как справляться с плохим.
We did talk about that a little bit this morning, remember? Может быть, вы помните, сегодня утром мы уже говорили об этом. We said, I'm afraid of, and we talked about abandonment, rejection, helplessness, hopelessness, and things being out of your control. Когда мы говорили о том, что мы чего-то боимся, да, и что эти страхи относятся к чувству одиночества, отвергнутости, чувству, что обстоятельства вам не подчиняются. And so there are some things that we can continue to do to make sure that we conquer our fears. И есть некоторые действия, которые мы можем выполнить, чтобы точно знать, что мы справились и победили свои страхи. Or that we kind of neutralize the fears that we are having. Или, например, что мы смогли нейтрализовать наши страхи. So one of them was the things that we talked about earlier today. Об одном из них мы уже сегодня говорили раньше. Talking to the child you that needs to be dealt with. Например, можно поговорить с собой ребенком, да, которому нужно это объяснить. Letting fear and or anger, that feeling, guide you as to where to focus your attention. Sorry? Allowing that when you feel fear and anger, to allow those emotions to show you where to focus your attention. И кроме того, если у вас возник какой-то страх, да, он может вам показать, на чем надо сосредоточить внимание. And create the scenario, the ideal scenario with the resources you need and lock them in. И создать идеальный сценарий, когда у вас в этом сценарии у вас будут все необходимые ресурсы, и вы сможете зафиксировать это состояние. So accessing resources is one of them, like we talked about earlier. Вот это один из способов, о котором мы уже говорили. But then we can also kind of like deal with some of those fears by that it seem to be unfounded and that we don't need. Но кроме этого, мы можем работать с теми страхами, которые часто бывают необоснованными, и, может быть, они уже нам не служат никак. And kind of work with how we deal with old memories that are imprinted in our brain. И мы можем посмотреть, как работать с нашими давними воспоминаниями, которые отпечатались у нас в голове, в мозгу. And one of the things that we could do basically is erase the scenes in our mind. Что мы можем сделать? Во-первых, мы можем какие-то конкретные эпизоды просто стереть в нашем уме. When you have a recurring memory, that memory appears as a movie or a photograph. It's depicted in a visual form. Когда у вас все время всплывает какое-то воспоминание, чаще всего это бывает либо как кино, либо как фотография. Оно всплывает как визуальная картинка. But tied into that are sounds. Но с этим обычно еще связаны звуки. Or conversations that you replay over and over and over again. Или, возможно, например, какой-то разговор, который вы все время проигрываете в голове. Or emotions. Или, возможно, это какая-то эмоция. And with some of the studies that were done, mostly done way back with Milton Erickson, that then resulted in neurolinguistic programming. Studies that were done based on what Milton Erickson, which is a very, very famous hypnotist, that then his methods were studied and by Bandler and Grinder and resulted in a psychology, a branch of study called neurolinguistic programming, NLP. И был Милтон Эриксон, да, очень известный ученый, который он был гипнотизер, он проводил ряд исследований, и потом по итогам возникла технология NLP. Was that Milton Erickson was a very keen observer, a very keen hypnotist. He was an excellent hypnotist. My father studied with him as well. Он был очень хороший гипнотизер и очень наблюдательный. Мой отец с ним сотрудничал и учился у него. And he taught from the very beginning that when people are experiencing visual experiences, their eyes tend to look upward. И он сразу же стал отмечать и говорить о том, что когда у людей какое-то, например, визуальное воспоминание, они чаще всего поднимают глаза наверх. Yesterday we talked about the example, like what were you wearing yesterday? And I asked that question, and right away your eyes go up. Well, yesterday I was wearing, and so you start to recall. Вот, например, помните, вчера у нас был пример, да? Я попросила вас вспомнить, а что на вас было надето вчера? И тут же, да, вы поднимаете глаза к небу, и вчера на мне было, да, и вы начинаете вспоминать. And typically when you're remembering something visual, your eyes will go up and look towards up towards the left. Like, oh yeah, yesterday I was wearing this black suit, and it had and you're picturing it. И чаще всего, когда вы хотите что-то такое вспомнить, да, вы поднимаете глаза вверх
и чаще всего смотрите налево. Что на мне было вчера? Ну, наверное, вот такой черный костюм. And when you're creating something visual for the first time, you tend to look up and towards the right. А если вы просто себе что-то представляете, да, если вы какую-то визуальную картинку рисуете впервые, вы обычно смотрите вверх и направо. That's from a physical perspective. That's how the brain moves the eyeballs to access information that's imprinted on the brain. Фактически вот это так работает на физическом уровне. Именно так действует мозг для того, чтобы получить доступ к информации, которая в нем прописана. In the Silva method, we say with the mirror of the mind, the blue frame is in front and the future is to your left, right? В технике Сильва мы говорим, да, что синяя рамка она находится прямо перед вами, а ваше будущее слева. It seems counter to what NLP says, because NLP says that when your eyes move up and to the left, you're remembering something that has already happened. Это противоречит пониманию НЛП, да, которые утверждают, что когда вы смотрите влево, получается, что вы вспоминаете что-то, что уже произошло. But in Silva, we say you move your future towards the left and you picture the future you want to actualize or manifest right there. Но мы в методе Сильва говорим, да, что вы сдвигаетесь влево, и то будущее, которое вы хотите создать, вы видите именно там. But that's from a subjective, spiritual perspective. Но это с духовной, с субъективной перспективы. It's not how your eyeballs move to access information that's impressed on brain, okay? Это связано не с тем, как движутся ваши глаза, когда голове необходимо получить доступ к какой-то информации, которая уже находится в мозгу. Now, my father was an electrician by profession. He studied electronics. Вы, наверное, знаете, да, что мой отец был электриком по профессии, он вообще работал с электроникой. But he was strongly influenced by Milton Erickson and how he was talking about how people also observe information from a subjective perspective. Но Милтон Эриксон на него очень сильно повлиял. Он очень внимал тому, что он говорит, и в частности тому, как, по мнению Милтона Эриксона, люди воспринимают информацию и наблюдают за происходящим. And he said, when people speak about time in general, we speak it in a very specific manner. Например, он говорил, что когда люди говорят, в принципе, о времени, они говорят об этом определенным образом. We say, oh, don't worry about the past. The past is all behind you. Например, мы говорим, что вообще забудь о прошлом, не надо об этом беспокоиться, прошлое уже позади. We never say the future is behind you. Мы же не говорим, да, что у нас будущее позади. We say the future is ahead. Look ahead to the future. Мы говорим, что будущее оно перед тобой, смотри вперед. Because typically we picture our future evolving that way. Потому что обычно мы себе рисуем наше будущее, что вот оно разворачивается перед нами. So my father had this idea. He said, well, you know, in electronics, if you have a coil, и тогда моему отцу пришла такая в голову мысль, что вот если у нас, например, есть вот в электронике, у нас есть спираль. And you project a current, electrical current through the coil. И если, например, по ней пропустить электрический ток. There's a law that says that there's a magnetic movement, a magnetic flux at right angles to the left. То возникает электромагнитное поле слева, под углом слева. He said, how would that apply to life? И он стал думать, а как это может быть применимо к жизни? So let's say living our life is a coil. Давайте представим себе, что наша жизнь это тоже спираль. And the energy of life is like the electricity. А энергия жизни это электричество. That energy of life starts upon conception. И эта энергия жизни, она поступает в эту жизнь, когда ребенка зачали, and ends at death. И заканчивается, когда человек умер. So if the energy of life is moving in this direction, и поэтому, если энергия жизни движется в этом направлении, this is my physical lifeline. Вот представим себе, что вот это моя физическая линия жизни. And we are electromagnetic and chemical by nature. А мы все тоже электромагнитные и химические существа просто по своей природе. Let's suppose, can you move a little bit this way? Let's suppose you move that out at right angles to the left, like the magnetic flux in electronics. Поэтому давайте представим себе, что мы сдвигаемся вот в эту вот сторону налево, да, как это было бы по законам электроники. In other words, you have step
outside of your lifeline. То есть представьте себе, что вот Лаура сейчас со своей линии жизни сошла, она сделала шаг немножко влево. And now from a subjective perspective, you turn and you look at it. И теперь вот с субъективной перспективы вы разворачиваетесь и смотрите на свою линию жизни. There's your past, here's your present, there's your future. Получается, что ваше прошлое там, ваше настоящее здесь, а ваше будущее там. So the wonderful thing is that when we imagine our future in the right, towards the left, in the white frame, И что интересно, когда мы представляем наше будущее вот с этой стороны, слева, в белой рамке, we're picturing it in an area where your brain perceives it as already achieved. Вы видите ваше будущее вот именно там, где, как ваш мозг считает, вы уже этого добились. And that's the beauty of this work. Вот так вот красиво это все работает. So now using all these concepts and put them into perspective. То есть теперь можно использовать все эти концепции, да, которые мы включили вот в эту перспективу. Visual experiences, basically, when you want to recall it, you access them from your brain when you look upward. То есть, если вы что-то вспоминаете, да, вы обращаетесь к информации, которая уже есть в вашем мозгу, да, и поднимаете глаза немножко наверх. Conversations, you usually look sideways. What did he say? Oh, she said to me. Чаще всего, если вы вспоминаете какой-то разговор, да, у вас глаза двигаются вот в одну или в другую сторону. Что там мне сказали? Almost at the level of your ears. В принципе, примерно на одной и на той же линии, где уши находятся. But kinesthetic or sensing, feelings, emotions, you look down like, oh God, it felt so scary, I don't know. Но когда мы вспоминаем какие-то физические ощущения, какая-то кинестетическая память, да, обычно мы смотрим вниз. Ой, вот я так себя чувствовал, да, у меня было такое ощущение. Just think about it. You don't say, oh, it felt so scary. No, because that's visual. You can't feel scary when you're looking up. Вот попробуйте вспомнить, что это действительно так. Потому что если вы себя чувствовали, например, если вам было страшно, вы же не вспомните это в виде визуальной картинки, если поднимете глаза. You access feelings looking down, like, oh gosh. То есть получается, что вы ищете, да, вы получаете доступ к какому-то ощущению, которое у вас уже было, и вы смотрите вниз. So one of the things that you can do when a memory comes up that way. И поэтому, когда вот таким образом у вас всплывает какое-то воспоминание, And you're picturing it, and you're hearing it, and you're feeling it. И когда у вас, например, появилась картинка, и вы что-то слышите, и вы что-то чувствуете, ощущаете, Is to erase that image from the mental screen area, which is the area where you picture things. вы можете стереть эту картинку с вашего ментального экрана, вот того места, да, где вы представляете. And you erase that image with your eyes. И вы можете стереть это при помощи своих глаз. So I've always had an ugly memory in front of me, and I'm picturing it. Если, например, у меня есть какое-то неприятное воспоминание, да, и вот я рисую это в моем воображении. I would imagine that my eyeballs have an eraser at the end of them, or like a sandpaper at the end of them. Я бы представила себе, что у меня, например, вот на моих глазах находится, вот в самом конце, там находится либо ластик, либо, например, наждачная бумага. You can see how my eyes are moving? И вы видите, как у меня сейчас двигаются глаза? And then up, down, up, down, Вверх, up, down, вниз, вверх, up, вниз. down, erasing it. And then all the way around to the edges, all the way around. And then just erase it all. And then... И я полностью стираю эту картинку, да, то есть глаза двигаются вправо, влево, вверх, вниз, да, по всем краям, и так, пока мы полностью не сотрем ее. And then evaluate. How do you feel now? И почувствуйте, что вы после этого чувствуете в своем теле. You're more than likely you're going to feel better. Скорее всего, вам просто захочется выдохнуть от облегчения. So just kind of experiment with these kinds of things that we know through science and studies and how people experience their inner experience, that you can do away with a lot of those emotions and those neural connections as well. Поэкспериментируйте с этим, потому что вот наш опыт и в том числе научные исследования показывают, что таким образом можно стереть большое количество воспоминаний, и кроме этого вот так уничтожаются еще и нейронные связи. Right? And you free yourself from that energy. И вы освобождаетесь от этой энергии. Now, another thing that we can do is work with resolving some of the fears that we have. Что еще мы можем сделать? Мы можем справиться, мы можем устранить некоторые страхи, которые у нас сейчас есть. There are times that when you feel a fear,
a part of you wants to do something, but a part of you, another part of you is afraid to do it. Бывает, например, такое, что вы чувствуете страх, например, часть вашего существа чего-то хочет, да, она хочет что-то попробовать, а другая часть боится. Like you're being pulled in one direction, but the other part pulls you in the other direction. И поэтому получается, что вы сами себя как будто тянете в разную сторону. Одна часть вас тянет к тому, чтобы что-то сделать, а другая останавливает. And so when you have two parts in opposition one of the other, и поэтому, когда вот у вас есть такие две части, которые тянут вас в разные стороны, then there's a conflict. это значит, что возник конфликт. So when there's that part, it's like an energy source that is in you, occupying space and tugging at you. И получается, что вот у вас внутри как такая энергия, которая занимает место, которая тянет вас. It's like invisible energy spaces inside that are occupying you. То есть это фактически как какое-то невидимое пространство внутри вас, но оно занимает место. So think of something you're afraid of. Подумайте о чем-то, чего вы боитесь. Something that you want to do but are afraid to do. Например, вы хотите это сделать, но боитесь. For whatever reason it might be, it doesn't matter. Здесь сейчас не важно, по какой причине. So you want to think of the part, for example, that wants to do it. Подумайте сейчас о той части вас, которая хочет это сделать. And when you think of that part that wants to do it, feel it in your body. Where is it in your body? Значит, и вот сейчас представьте себе, ощутите, где у вас в теле, где вы это чувствуете, вот то, что вы это хотите. Like, I don't know, an example could be like a part of me wants to write a book. Ну, например, давайте я приведу конкретный пример. Скажем, какая-то часть меня хочет написать книжку. But the other part is afraid it's not going to sell. А какая-то другая часть меня, она боится, что книжка будет плохо продаваться. Or no one's going to want to buy it. Или никто не захочет ее купить. So talk to the part, or identify the part that wants it. Сначала найдите ту часть, которая хочет что-то сделать. Where in your body does it reside? То есть вот где это находится у вас в теле, где So вы это I чувствуете? really want to do this, and I feel like it's residing in the area of my heart. Вот я Maybe. действительно это хочу. Я чувствую, что это где-то, наверное, в районе сердца. Intensify the feeling. How does it really feel inside you? And it goes, oh, it feels so good. I really, really want it. А потом попробуйте усилить это чувство. Вот что вы ощущаете? Вот действительно, я хочу, чтобы это было. So you intensify those feelings, and then you allow that energy to flow out of you and into the palm of your right hand. И вот вы усиливаете это чувство, и вы позволяете этой энергии протекать через ваше тело и в ладонь to the Palm of the right hand. Let it flow into the palm of your right hand and take a shape that you can recognize. Представьте себе, что в ладони вашей правой руки, да, это все перетекает. Oh, left. Oh. I don't want to confuse you because it doesn't matter to me either hand, but let me tell you. I asked because you were holding on the left hand. Let me just make sure that I get the right thing for you. Лаура решила перепроверить, потому что она все время говорила правую руку, а держала на самом деле левую. Yeah, it was a left hand. I was right. Да, на самом деле правильно это левая рука, то есть. All right, so But if somebody is left-handed, it doesn't matter. Неважно. Don't complicate the process. Не надо усложнять процесс. Okay, so just let it flow out into the hand of your palm of your left hand into a shape that you can recognize. То есть представьте себе, что эта энергия перетекает через вашу руку и появляется на ладони, и она принимает какую-то форму, которую вы можете распознать. And you're going to do basically the same thing to the part that doesn't want. That is afraid. Затем то же самое вы сделаете с той частью вас, которая боится это сделать. And again, where is it located? Maybe if I'm afraid to do something, oh, I feel it in my stomach right here. It just nauseates me. Например, может быть, если я чего-то хочу, но я боюсь это сделать, я это чувствую где-то в районе желудка, меня как-то подташнивает. And allow those feelings to intensify and then also flow out now to the palm of your right hand and take a shape that you can recognize. И позвольте опять же этому чувству усилиться внутри вас, и пускай оно сейчас вот протечет через ваше тело и появится, выйдет в виде какой-то формы через ладонь вашей правой руки.
So now this means that in the exercise, you're going to need to have your hands out like this. It's vital. И это значит, что когда вы будете делать это упражнение, вы будете сидеть, вам необходимо держать вот так вот руки. Это критически важно. This requires your physical participation, okay? То есть получается, что это упражнение необходимо выполнять на физическом уровне. Will you all do this? Yes? Вы это сделаете? Men, will you do this? Мужчины, вы это сделаете? Okay, because sometimes you're like, the guys are like, Потому что часто вот именно бывает, что мужчины так сидят. okay? So then now you have each representation on either palm. И вот, значит, в каждой руке, да, у вас представление, у вас определенная форма, которая соответствует тому, что вы чувствуете. And you ask now the thing that wants, the part that wants to do it in your left hand. И теперь вы спрашиваете ту часть, которая хочет что-то сделать, она у вас в левой руке. And you ask it, what is the benefit you're trying to accomplish for me? Спросите, а что хорошего ты хочешь для меня достичь? And you ask it over and over, what is the benefit you're trying to accomplish for me? И спросите это несколько раз за разом, да? А что хорошего в этом для меня? А что хорошего в этом для меня? Alessandra will give you enough time to ask it 1, twice, or 3 times until you get an answer from it that you can remember. Александра даст вам достаточно времени. Она будет задавать этот вопрос несколько раз, и необходимо, чтобы вам пришел ответ, который вы сможете запомнить. Don't try to imagine the answer. Let it tell you. Не пытайтесь сами придумать себе этот ответ. Просто позвольте, чтобы эта форма вам ответила. So maybe the part that wants you to do it is because I want you to succeed. Может быть, например, вот эта часть вас, которая хочет, чтобы вы что-то сделали, она хочет, чтобы вы добились успеха. And now you ask the other part the same thing. А теперь тот же самый вопрос мы будем задавать другой вашей части. What is the benefit that you're trying to accomplish for me? Скажи, пожалуйста, а чего хорошего для меня в этом? And you keep asking it over and over again till it tells you. И вы будете продолжать задавать этот вопрос, пока вот это вот представление вашей правой руки вам не скажет. But you want to keep asking until you get to an answer that anyone could value, the highest ideal, basically. Но этот вопрос вы будете задавать, пока вы не получите ответ, который кто угодно может оценить. То есть фактически это какая-то вот высшая концепция. So if the part that wants you to succeed, you say, what is the benefit you're trying to accomplish for me? And it says, I want you to succeed. Okay, and if I succeed, what is the benefit you want me to accomplish for me? Well, I want you to be wealthy. Well, okay, if I'm wealthy, what is the benefit you want to accomplish for me? Well, I want you to have peace. Okay, and if I have peace, what is the benefit you want to accomplish for me? Well, I want you to have security. If I have security, what's the benefit you want to accomplish for me? Okay, sorry about that. Фактически мы будем раз за раз, да, задавать вопрос. Например, вот если что ты хочешь, чтобы что хорошего для меня в том, если я напишу, или, допустим, если я буду успешным, ну ты будешь богатым. А что хорошего в том, если ты будешь богатым, да? Что тебе хорошего это даст? Ну это тебе даст мир. А что хорошего в том, если ты обретешь мир? And maybe at the end you say, what is the benefit you want to accomplish? You say total fulfillment and joy. Может быть, например, в конечном итоге, да, когда вот так вы будете постоянно раз за разом задавать этот вопрос, вы получите ответ, что вот так ты сможешь полностью реализоваться, и это для тебя будет радость. That's a high ideal. Вот это самый высший уровень, да? That anyone can value. То есть кто угодно может это оценить. The interesting thing is, when you ask the same question to the part that's afraid, то же самое вы будете делать, когда вы будете спрашивать ту часть, которая боится. And it tells you, because I want to protect you, okay? And if you protect me, what is the benefit you have for what you want to accomplish for me? Например, вы спросите ее, что хорошего в этом для меня? Окей, я хочу тебя защитить. А что хорошего в этом? It says safety and security. Ну как же, ты будешь защищен или ты будешь защищена, ты будешь в безопасности. Well, if I have safety and security, what's the benefit you want to accomplish for me? А если я, например, буду защищена, я буду в безопасности, а что в этом хорошего для меня? Peace of mind. Ну как, это будет такое умиротворение, да, это будет мир в твоем разуме. Okay, if I have peace of mind, what is the benefit you want to accomplish for me? Окей, хорошо, допустим, я достигну этого состояния. А что в этом хорошего для меня? And if that's it, well, it's peace of mind. Ну что же, если, значит, дальнейшего ответа не последует, это значит, что вот это состояние мира в себе, вот в уме. So the part that wants you to succeed wants total fulfillment and joy, and the part that is afraid wants total peace of mind.
То есть получается, что та часть вас, которая хочет, чтобы вы добились успеха, она хочет вашей полной реализации и радости в этом. А та часть, которая хочет вас защитить, она хочет, чтобы вы были вот в мире, в своем разуме. What you need to realize is that both parts want high ideals for you. И вы, наверное, поймете, да, что и та, и другая часть вас, они хотят для вас чего-то самого высокого. But they're in conflict as to how to get there. Фактически у них просто есть какой-то конфликт на тему о том, как туда попасть, как достичь And that's этого. where your fear is rooted. Sorry? That's where your fear is rooted in that conflict. И вот именно этому служит ваш страх, да, вот в этом конфликте. So you want both parts to agree to accept each other's intention. Поэтому вы сейчас хотите, чтобы обе стороны научились принимать намерения друг друга. You ask the part that wants you to do it, can you accept the fact that the other part wants me to have peace? Поэтому спросите, например, ту часть, которая хочет, чтобы вы преуспели. А ты согласна принять то, что вот другая моя часть хочет, чтобы у меня было вот это умиротворение, внутреннее спокойствие? And when you have a sense of yes, acceptance, yes, И когда вы чувствуете, что ну да, почему нет? you ask the other part, can you accept the fact that the other part wants me to have total joy and fulfillment? А вы спрашиваете другую часть себя, а ты можешь принять вот тот факт, что другая часть меня, она хочет, чтобы я полностью реализовался или реализовалась и And you have радовалась? that sensing, yes, of course. И вы тоже чувствуете, что ну да, конечно. Because they both want the best for you. Потому что обе части вас хотят для вас самого лучшего. And you say, will you both work together to form a common way to achieve both outcomes? И тогда спросите их, а вы согласны работать в сотрудничестве друг с другом, чтобы достичь обоих результатов? And of course, yes, acceptance. Они, конечно же, согласятся. So guess what you do now? Угадайте, что вы теперь You делаете? slowly bring both of those representations together Вы медленно соединяете обе эти формы вместе, and you make them one. вы объединяете их, Feel that they mingle and merge and become one. вы вот так вот соединяете руки, да, чтобы они объединились, This чтобы они is what стали you're going to be едины. doing like this, and then you open your hands and see the new representation. И затем вы раскрываете ладони и смотрите, что у вас теперь появилось, как это выглядит теперь. And you ask it, И спрашиваете это. what is the gift you have for me? В чем твой дар для меня? All right? Let it tell you. Пусть оно вам скажет. Say, thank you very much. You bring it into your heart and you go, Поблагодарите, да, то, что у вас здесь появилось, а после этого поднесите ладони и впустите это в свое сердце и позволите заполнить ваше пространство. and let it fill you. Пускай это растечется по всему телу. Okay? Now you can do this with any conflict you may be having. И эту технику можно исполнять для решения любого конфликта, который у вас возникает. And that then at that point in time, И тогда вот в этот момент you're going to touch your throat area, вы прикоснетесь к своей шее. at the base of your throat. And the reason I want you to do this is because just that you'll know that this can be an anchor too. Вот здесь, вот, да, в основании шеи. Почему я хочу, чтобы вы об этом знали? Потому что это тоже может быть якорем. And keep concentrating on this wonderful feeling and experience of integration and the gifts that you've been given. При этом продолжайте концентрироваться на этом замечательном чувстве, да, которое у вас сейчас только что растеклось по всему телу, да, на том даре, который вы получили. And allow these wonderful feelings to be very, very clear as you experience them. And in your mind, go to your past generations, even 7 generations into your past. Let your imagination take you. И вот чувствуете вот все то, что вы ощущаете, вот эти замечательные чувства, которые вас наполняют. И в вашем воображении вы можете перейти назад на несколько поколений, даже на 7 поколений. Imagine first being in your mother's womb with these wonderful feelings of peace, of fulfillment, of great satisfaction, and the new gifts that you now have. И представьте себе, что вы находитесь в утробе матери, и при этом у вас есть все вот эти вот замечательные ощущения, все вот эти дары, все эти прекрасные возможности. To all the branches of your history. И вот так вот распространите это на всю историю вашего рода. And then continue with this feeling
deeply within now your history and your makeup, genetic code, your cells, everything about you. И теперь представьте, как это все заполняет вас, всю вашу генетическую историю, как это просачивается в генетический код, заполняет все. Bring it back into the present. Sorry? Bring it back into the present moment. Through Потом- all the branches of your history and all of your genetic and cellular То есть makeup. вот вы уже наполнили этими чувствами свое прошлое, да, свою историю, возвращаемся в текущий момент. Make sure you're very focused and you're concentrating on those wonderful feelings and the resources and the experience, and now take it forward into your future. Still touching your throat. И поэтому вот точно так же, удерживая руку на горле, да, не убирая ее никуда отсюда, вы продолжаете концентрироваться на этих замечательных ощущениях, да, и вы проецируете их в будущее. And know that these wonderful resources and these gifts will be with you as you move forward into generations into your future. И вы знаете, что эти замечательные дары будут с вами, они останутся с вами на много поколений вперед. And then you can smile lightly, А потом можно немножко улыбнуться, knowing that change has occurred at your зная, что very это core. изменение уже произошло, и что это произошло на самом глубинном And уровне. then you can let your arms relax. И тогда можно уже расслабить, опустить руки. There are some studies done with what they call epigenetic studies Были проведены определенные генетические исследования, that say that a lot of the information that we are born with are literally things that your history, your family, in like 2 to 3 generations past experienced, and they continue to be transferred from one generation to another. И они показывают, что очень многое то, с чем мы рождаемся, да, оно накапливалось в течение нескольких предыдущих поколений, да, и мы продолжаем вот эту информацию передавать из поколения в поколение. So not only do you want to clear that up, but you want to secure your future generations as well. То есть вы не только хотите на себе избавиться от этого всего, вы хотите еще и убедиться в том, что вы не будете передавать это следующим You поколениям. ready for the exercise? Готовы к упражнению?